Дибазол. Наверняка о таком препарате еще помнят некоторые люди, но основная масса людей о нем позабыли. А зря, одно из эффективных препаратов Советского Союза. В свое время отлично помогал избавиться от многих заболеваний. Так что такое дибазол? В чем его польза и от каких заболеваний в силах помочь? А также кому противопоказан диабазол? Не переключайтесь, на все эти вопросы мы ответим. А также мы расскажем о тех полезных свойствах дибазола, которые не написаны в инструкциях. Что такое дибазол? Дибазол – одна из самых известных лекарственных разработок времен Советского Союза. Как и многие препараты, лекарство появилось после Великой Отечественной войны. Препарат помогает при гипертонии, стабилизирует и не понижает давление. Ниже нормального расширяет сосуды и улучшает кровоток из-за острой нехватки лекарств. Еще в 1946 году фармакологи и химики из Военно-морской медицинской академии и Ленинградского технологического института начали поиск новых синтетических лекарственных средств. Аналогов пурина и пиримидина, они играют важную роль для организма, участвует в синтезе протеинов, стимулирует энергетический обмен, влияет на рост и развитие клеток. В результате был разработан препарат дибазол, который влияет на усиление центральной нервной системы. Препараты испытывали на кошках и канарейках. У последних он единственно вызывал рыкание. В зимнее время такие результаты дали возможность использовать препарат для восстановления движения. После паралича также его использовали и по сей день для лечения самых разных неврологических заболеваний. Например, он отлично показал себя против неврита лицевого нерва. А вот товарищу Сталину дибазол не помог, к слову, врачи пытались лечить его левую руку, которая была короче, и слабее правой руки после травмы. Однако, учитывая, что травму он получил еще в 6-летнем возрасте, спустя 60 лет ждать чуда от одного препарата было бессмысленно. А чуть позже другие ученые в ходе исследований расширили применение дибазола. Препарат оказался иммуностимулятор, спазмолитиков и сосудорасширяющим средством, а также усиливал защитные реакции в борьбе против инфекций. Дибазол недорогой в производстве, эффективный, к тому же востребованы до сих пор. Полезные свойства дибазола. Дибазол применяется при некоторых заболеваниях центральной нервной системы, а также для нейтрализации спазмов разного характера. Но без назначения врача принимать его нельзя из-за многих возможных противопоказаний, о которых мы расскажем в конце видео. Поэтому досмотрите ролик до конца. Гипертония – очень распространенное заболевание, о котором часто не знают или просто игнорируют. Но если его не лечить, возможный инсульт или инфаркт, а также паралич тела. Есть множество болезней, при которых гипертензия дает особенно много негативных воздействий. Например, на фоне гипертензии может развиться сахарный диабет, избыточный вес, остеохондроз и атеросклероз. Наиболее незащищенной категорией являются людей в возрасте после 50 лет. А еще эта болезнь встречается чаще у мужчин именно в этом случае. Дибазол поможет предупредить все вышесказанные недуги, нормализуя артериальное давление. Также препарат показан при спазмах кровеносных сосудов, мышцах и внутренних органов. При гипертонически болезненных заболеваниях центральной нервной системы лекарства относятся к группам расширяющихся кровеносных сосудов, свободное кальция. Таким образом обеспечивает расслабление мышц и предупреждает судорожный синдром. В спинном мозге
Препарат ускоряет обменный процесс на межнейронном уровне, таким образом функционирование спинного мозга улучшается, а периферические нервы возобновляет свою активность, расслабляет и немного успокаивает, активизирует иммунную систему, активно помогает выработать антитела. В процессе увеличивается выработка интерферонов. Активное вещество в лекарственное средство помогает расшириться больше венам, а не артериям. Это становится причиной сильного и продолжающегося длительное время притока крови к сердцу. Такой процесс способствует уменьшению нагрузки на миокард, увеличивает объемную скорость кровотока, укрепляет сердечную мышцу и повышает приток кислорода. При каких заболеваниях назначают дибазол? Препарат еще и применяется в практике гастроэнтерологов, пульмонологов, хирургов, инфекционистов и иммунологов. Его часто назначают при спастическом колите, язве и гастрите, а также повышение тонуса мышечной стенки желудка. Еще дибазол купирует и уменьшает болевые ощущения при панкреатите и холецистите, а кардиологи используют его при ишемической болезни сердца. Активно используется при реабилитации последствий перенесенного, а также паралича после ушемления нервных окончаний и при воспалениях нервных стволов. Также используется при гипоксии для нормального кровоснабжения головного мозга, используется еще для профилактики респираторных вирусных инфекций и в комплексной терапии у перенесших тяжелые инфекционные заболевания вирусного или бактериального характера. Дибазол вошел в состав противовирусного средства. Цитовир-3, по данным клинических испытаний, если начать его принимать в первые часы заболевания гриппом или ОРВИ, то болезнь будет вдвое короче, а высокой температуры, скорее всего, не будет. Также препарат отлично приспосабливается к различным заболеваниям и относится к группе адаптогенов. Адаптогены – это препараты, способные повышать сопротивляемость организма к широкому спектру вероятных воздействий к стрессу. В настоящее время адаптогены определены как вещества, которые повышают способность организма к факторам окружающей среды, так, чтобы избегать ущерба от них. Адаптогены приписывается широчайший спектр действия по сравнению с подавляющим большинством. Таким образом, дибазол применяется при осенне таких ощущений, как усталость и слабость, а также на фоне послеоперационного периода. Как адаптоген, дибазол активирует внутренние силы организма, ускоряя обмен веществ и повышая скорость биохимических реакций. Если принимать адаптогены в небольших концентрациях достаточно долго, 1-2 месяца, то клеточный иммунитет увеличивается не только за счет выработки интерферонов, но и иммуноглобулинов. Сегодня адаптогены – это средства профилактики, пробуждающие в человека внутренние силы организма и не причиняющие ему никакого вреда. Именно такими действиями обладает проверенный временем советский препарат дибазол, который в силах повышать все возможности нашего организма. Как применять дибазол? Таблетки дибазола не рекомендуется жевать или дробить, или долго держать во рту. От этого зависит эффект. Каждому пациенту специалист назначает отдельную дозу в таблетках и растворе. Таблетки нужно принимать внутрь за 2 часа до или после еды. Доза для взрослых и подростков составляет 20-50 мг 2-3 раза в сутки. А для лечения заболеваний нервной системы препарат принимает по 5 мг 1 раз в день, через день курс 10 таблеток. Внутримышечно и внутривенно препарат вводят на основании описания дозы врачом, в индивидуальном порядке допускает. Введение лекарства подкожно дибазол начинает действовать довольно быстро,
при внутримышечном введении. Действует через 10-15 минут, а в виде таблетках в течение часа, продолжительность влияния несколько часов. Препарат снимает симптомы и является средством симптоматической терапии, часто применяется как средство оперативной помощи, так как действие начинается быстро и сразу, распространяется по всему телу. Противопоказания дибазола. Параллельно с полезными действиями препарат имеет и ряд противопоказаний. Не стоит применять препарат при наличии аллергии и если есть индивидуальная непереносимость препарата при нарушении функции печени и почек, сердечной недостаточности при гипотонии, то есть постоянно пониженном фоне артериального давления, а также язва желудка и 12-перстной кишки с сопутствующими внутренними кровотечениями, частых судорогах и сахарном диабете. К тому же дибазол нельзя назначать людям, работа которых требует повышения концентрации внимания. Быстрые психомоторные реакции необходимо применять с осторожностью пожилым людям и во время беременности, а также детям до 13 лет. Ну а перед приемом обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. На этом закончим наш ролик. Надеемся, что данная информация будет полезной для вас. Поделитесь этим видео с друзьями и близкими, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы всегда оставаться в курсе. Всего самого полезного с вами канал Бережно к себе. Берегите себя и до новых встреч!